Привет! Вы не поверите, но мы едем в Эйлат на Красное море из-за Красного моря. В этом выпуске лучшие и худшие пляжи Эйлата. Кстати, подпишитесь, чтобы знать все самое интересное об Израиле. Итак, на последнем почетном месте пляж «Принцесса». Пляж находится у заброшенного отеля «Принцесса» у самой границы с Египтом. Паркуем машину на территории гостиницы. Но не забываем оплатить парковку, взяв парковочный талончик или через аппликацию Pango. Эйлатские блюстители порядка не спят и раздают штрафы направо и налево. Через подземный переход выходим прямо к пляжу. Все здесь выглядит достаточно постапокалиптично. Все ветхое, заброшенное и не очень чистое. Конструкции пирса выглядят небезопасно, о чем свидетельствует вот такое предупреждение, что вход на него закрыт. Но посетителей пляжа это нисколько не смущает. Что же так привлекает людей на этом пляже? Может быть, секрет этого пляжа под водой? А под водой кораллы, пострадавшие от шторма 2020 года. И основной аттракцион – это, конечно, пирс, который под водой выглядит весьма интересно. И все-таки, несмотря на наличие тентов, душа и киоска с прохладительными напитками, пляж оставляет весьма удручающее впечатление. Кстати, не обольщайтесь, туалет не работает. Пляж «Маяк», Мигдаль-Ор. Сразу в плюс бесплатная стоянка. Прямо у входа предостережение, что на пляже имеется видеонаблюдение 24/7 и просьба соблюдать чистоту, выбрасывая бычки от сигарет в мусор. Качеля, которая не качает. Имеется магазин, где можно купить маску и трубку для знакомства с подводным миром. Заход в воду средней комфортности, крупная галька. Пляж затенен, за лежаки и стулья нужно заплатить. На пляже функционирует бар с неплохим выбором напитков и довольно скудным меню. Гамбургер, сосиска, чипс. Гостиничные пляжи, из которых Кохав-Аям – общественный пляж, а пляжи Роял и Шхафим относятся к гостиницам Royal Beach и Эротс соответственно. Пользоваться этими пляжами можно всем, но за лежаки и стулья, если вы не гости вышеназванных отелей, придется заплатить. Пляж удобен для тех, кто снял гостиницу поблизости и может дойти сюда пешком. Но на всякий случай бесплатная стоянка прилегает к зоне кемпингов за гостиницей Эротс. Заход в воду средней комфортности, мелкая галька. Кораллов здесь нет. Морская фауна скудна, но можно встретить довольно необычные экземпляры. Пляж «Веранда». Вход на пляж через Акваспорт или Бар-Бич. Стоянка платная. Огромный плюс пляжа – комфортный заход в воду. Пляж многофункциональный, где будет комфортно и семьям с детьми, и простым пляжникам, и дайверам, и снорклерам. На пляже функционирует дайвинг-клуб «Акваспорт», где погружаются не только профессионалы, но и новички. На этом пляже есть несколько баров и вообще царит приятная, расслабляющая атмосфера. Заповедник «Южный берег». Вот где раздолье для дайверов и снорклеров. Бесплатная стоянка, тенты от солнца и полная свобода под водой.
И несмотря на то, что коралловый риф серьезно пострадал после шторма 2020 года, подводный мир кораллового рифа поражает. Не зря именно сюда приезжают как опытные дайверы, так и новички. Пляж Декель. Оставляем машину на платной стоянке и заходим на территорию пляжа, которая поражает своей организованностью. Зеленые газоны, затененная пляжная зона, спокойная, расслабляющая атмосфера и идеальный заход в воду. Пляж прекрасно подходит для семейного отдыха и просто расслабиться в удобной обстановке. Меню ресторана вас приятно удивит, так же как и чистота и эстетика во всем. Единственный минус – кораллов здесь нет. Чтобы восполнить этот пробел, существует коралловый пляж. Коралловый пляж находится в ведении Управления природой и парков. Вход на пляж платный, но есть и хорошая новость. Для держателей карты Матмод вход бесплатный. Коралловый пляж – пожалуй, главная достопримечательность Эйлата. То, ради чего мы едем в Эйлат. Коралловый риф Красного моря начинается здесь и продолжается почти на 2000 километров. А еще это прекрасный пляж, оборудованный навесами, киоском, душевыми кабинками, магазином. Здесь же вы найдете карту обитателей кораллового рифа. Все, что вы можете здесь увидеть, если, конечно, повезет. Из минусов пляжа – большая загруженность в выходные дни и некая ограниченность передвижения в воде. Вам предлагается плавать вдоль буйков и не разрешается заплывать за заграждение. Отдельного внимания заслуживает то, что на пляже есть лагуна для самых маленьких посетителей пляжа. Здесь можно зависнуть на целый день, чередуя заплывы на коралловый риф с отдыхом на берегу, в тени или принимая солнечные ванны. Пляж Мош. Поистине уникальный пляж с необыкновенной атмосферой шанти. Одним из основателей пляжа является израильский певец Мош Бенари. Посетителям пляжа предлагается не шуметь и не приносить пластиковую посуду. Визитная карточка пляжа – единение человека с природой и забота об экологии. При заказе коктейля мы были предупреждены, что он будет подан не с пластиковой трубочкой, а с металлической. Удивительно, что пляж и лежаки абсолютно бесплатны. Официанты представляются по имени и становятся твоими близкими приятелями. Барное меню прекрасно, напитки разнообразны и на любой вкус. Музыка ненавязчивая, в стиле регги в основном. Атмосфера в основном молодежная. На каждом столике у лежанок пепельница, но курят единицы. Молодые люди больше читают и играют в шахматы. Если что, я не шучу. Если хотите в полной мере насладиться духом этого пляжа, проведите здесь утренние часы, потому что после 12 часов здесь становится многолюдно.
И еще один минус этого пляжа – тяжелый заход в воду по крупным камням. Как альтернатива, вот такой настил в 50 метрах от пляжа. В общем, если вы хотите новых впечатлений, то вам однозначно рекомендован этот пляж. Пляж Дельфиний Риф. Мой личный фаворит. У пляжа бесплатная стоянка, но за вход придется заплатить. Уникальность этого места в том, что дельфины здесь не дрессированные, и они живут в среде, максимально приближенной к естественной. Для наблюдения за дельфинами обустроены специальные мостики на воде, где туристы просто стоят и ждут, когда мимо проплывет и поздоровается дельфин. А если вы хотите более тесного контакта с этими морскими животными, то за дополнительную плату вам предложат дайвинг или сноркелинг с ними. Вся территория пляжа – это просто какое-то райское место. Только припарковав машину на бесплатной парковке, ты уже можешь встретиться с павлинами, которые гуляют здесь абсолютно свободно. А зайдя на территорию пляжа, ты с удивлением находишь себя то ли в павлинарии, то ли в курятнике. И все это дает ощущение полной гармонии. Но и это еще не все. На Дельфиньем рифе есть релаксационная зона, которая включает в себя 3 бассейна для релаксации с водой разной солености. Разумеется, за дополнительную и, нужно сказать, немаленькую оплату. Лежишь на воде, под водой ты слушаешь музыку, она слышна только под водой, и тебя возят по этой воде, и ты чувствуешь это вот движение воды, эти волны тебя окутывают со всех сторон. Короче, ощущение полной слаботы. В релаксационном комплексе можно посидеть в баре-ресторане с прекрасными видами. Дети в эту зону отдыха не допускаются. Вот такой обзор у меня получился. Вам остается только выбрать, какой пляж вам по душе.